Да, девчата, вот я оставила вас буквально на полгода без бьюти-новостей. И что в этом хаотичном мире происходит? Я не знаю, буквально недавно прочитала новость, что Хейли Бибер решила продать свой бренд Rode. Продать, закрыть, сменить амбассадорство. Выйдет она из состава управления, не выйдет, не знаю. Но единственное, что точно я могу знать, что скорее всего этот бренд, возможно, потеряет свою уникальность и в целом потеряет себя. Потому что из выпуска в выпуск мы обсуждаем, что Хейли нереально круто работает в связке с брендом, она реально продает, она задает тренды. И люди скупают косметику, в большей степени, я думаю, из-за ее личности. Потому что она классная, стильная, современная. И, конечно, мы всегда тянемся к амбассадорам, потому что мы хотим быть как они. Вот такое же прекрасное лицо, как лазированный пончик, этот прекрасный там карандаш, нереально круто подчеркнул контур ее губ, и если я куплю его, я тоже стану такой же красивой. Так работает маркетинг и пиар. И если Хейли уйдет, не знаю, что от бренда останется. И это одна из новостей, которая прошла за этот долгий-долгий период времени. Поэтому я собираю для вас новый выпуск из того, что произошло за этот год. То есть мы будем смотреть первый квартал и второй в хронологическом порядке, начиная с января и постепенно, приближаться к тому, что было. Если будут какие-то связки логичны, они будут вне зависимости от того, в какой период времени была эта новость. Ладно, закрытие бренда Rode — это уже не самая горящая новость, потому что на днях отгремел Met Gala. Все уже обсудили образы и наряды звезд. Я предлагаю немножко пройтись по макияжу, потому что, с одной стороны, макияж — это отображение задачи, которая стояла перед звездами, повторить ту или иную эпоху, веяния, тренды и все прочее. С другой, мы можем проследить тренды и то, что будет популярно на протяжении этого года в бьюти-индустрии. Так всегда происходит. Все, что показывают на различных мероприятиях, все, что повторяется, мы с вами видим на ковровых дорожках, мы с вами видим в дальнейшем в нашей жизни, только интерпретировано больше под повседневность. И на этот раз, на удивление, макияжи были в большей степени спокойны. Я написала на канале, что есть ощущение, будто их собирал один визажист. Во-первых, явный тренд, который намечается, это рыжие нюдовые губы с затемненным контуром. С одной стороны, это идеальный прием для того, чтобы сделать ваши губы более пышными, красивыми, наполненными. Визуально за счет тени это легко очень делается. И в целом, по тематике тоже такие губы были уместны. Были немного какие-то образы с бордовыми губами, но в основном были такие затемненные нюдовые. Графичные макияжи также частично присутствуют, но только для того, чтобы передать эпоху времени, чтобы передать эти кукольный взгляд, например, на звезде «Эйфории», вы можете это заметить, но это редкость, потому что в основном был также нюдовый макияж в теплой цветовой гамме. Не сосчитать, сколько было откровенно рыжих макияжей. Вы тоже пошутили, что, кажется, не один визажист их красил, но еще и одной палеткой. Да, такие рыжие теплые образы, они действительно делают лицо более здоровым каким-то, таким свежим, и таких макияжей было много. Конечно, холодные выходы тоже были, здесь не буду лукавить, но теплых было очень много. То есть иногда бывает так, что один какой-то красный макияж, ты его запоминаешь, ставишь подборку. Здесь же таких макияжей было просто уйму, просто на каждый. Если говорить про волосы, то опять-таки это веяние тех лет, но нельзя не заметить, что завитки, такие маленькие пряди на лбу, уложенные гелем или фиксатором, были почти на каждой девушке. Красиво это выглядит, напоминает ли нам «Эйфорию», потому что когда вышел этот сериал, мне кажется, что прям откровенно все делали похожие прически, и они опять как будто бы возвращаются, но это все возвращается еще с нашими прекрасными певицами, потому что они тоже делают подобные образы себе на протяжении последних месяцев. И собственно, опять это встречается на Met Gala. И первый, с кого мы начнем, это бренд Наташи Денона. У нее за это время было 2 таких крупных запуска, которые стоит осветить. Это, конечно, ее маленькая мини-матовая палетка и большая Bloom Palette, которая вышла в феврале. Давайте начнем с первого, потому что она была декабрьский, январский запуск. И это миниатюрная Ice Sculpt Palette, в которой представлены 5 оттенков. От слоновой кости до такого черного. То есть это градация нюдовых оттенков. И, казалось бы, Наташа немножко забежала в последний вагон, потому что у любого уважаемого бренда есть матовая палетка. Да, возможно, не каждый из нас прям побежит покупать матовую палетку, потому что с сияшками проще работать, это вам каждый человек скажет, потому что здесь не нужно думать о градации оттенков, здесь не нужно думать о том, как это растушуется. Просто положил сияшку и все готово. Но если вы спросите визажистов, если вы спросите людей, которые реально создают и продают косметику, они вам скажут, что запрос от профессиональной аудитории чаще всего матовые палетки. Я слушала несколько интервью, и все говорили, что у
матовая палетка должна быть в бренде. И не случайно матовые палетки есть уже у всех. Makeup by Mario потрясающие, классные матовые палетки. Ким, которая просто подхватила его концепцию, тоже выпустила свои матовые палетки. Хиндаш был один из первых, кто сделал, мне кажется, вот такие интересные градационные палетки, которые в большей степени все повторяли. Патрик-то у всех есть матовая палетка. И, казалось бы, Наташе она тоже нужна. Тем более, что у Наташи неплохие матовые формулы. Мне Makeup by Mario, честно, ближе. Они как будто лучше тушуются. Они мне удобнее просто. Но у нее достаточно хорошие матовые оттенки, тоже такие шелковистые. Вот в моей палетке только один оттенок, самый темный, вот к нему вопросы. Все остальные матовые отлично работают. Поэтому я думаю, что это хорошая коммерческая история, которая будет классно продаваться. И вторая палетка, это уже большая. Она выпускает там в осенний период времени, да и летом у нее были тоже яркие. В общем, они достаточно часто выпускают большие палетки. Это не как худо, раз в год. Нет, здесь можно разгуляться почаще. И это история, которая называется Bloom Palette. Я, к слову, ее пробовала, когда была в Таиланде, потому что она в феврале уже была на полках магазина. И она мне понравилась, скажу честно. Ну, во-первых, она в моей цветовой палитре. Я всегда вам говорю, что я люблю что-то рыженькое в последнее время, тепленькое. И здесь прям замечательное сочетание, когда вроде бы она еще не кричащая красная, да, это не ноти, это не супер теплая палетка, но при этом в ней есть какое-то вот такое весеннее очарование. Да, возможно, она не уникальная по оттенкам. Я думаю, что если вы тоже любите теплые цвета, у вас в большинстве своем какие-то оттенки перекликаются. Собственно, почему я ее и не взяла, потому что я поняла, что, ну, уж слишком она у меня составная, то есть я могу составить ее из разных палеток, наверное, чего-то супер уникального нет. Но все спарклы, которые я попробовала, которые я нанесла на руку, они были классные. Вот если вы любите теплые палетки, если это знакомство с Деноной, то я вот однозначно ее взяла, потому что она красивая, она весенняя и, на мой взгляд, очень хорошо подобраны цвета, поэтому это прям очень крутой запуск. Ну и перейдем к главной новости этого бьюти-выпуска, конечно, судьба бренда Rove. Но до того, как мы ее обсудим, давайте с вами посмотрим, что бренд делал до этого времени. Потому что на самом деле, когда делают такие яркие заявления, я, когда работала в компаниях, при мне много брендов закрылись, но не из-за моей работы, поверьте, все не так. Но ты, когда знаешь, что у тебя произойдет что-то очень важное, когда ты знаешь, что, не знаю, вы будете, например, закрываться в апреле, либо вы будете продавать бренд в апреле, обычно к этому моменту пускают просто все силы пиара, маркетинга, все, что есть, чтобы бренд был на слуху, чтобы бренд был востребован и чтобы это было лучшее время для сделки. Здесь, мне кажется, абсолютно понятно. И, казалось бы, должны были быть очень сильные запуски за это время. Но я прям не могу сказать. Здесь, наоборот, хочется пошутить, что, видимо, Хейли настолько расстроена была хейтом, что ее карандаши не зашли, что она просто психанула и сказала, я ухожу. Хотя я делала выпуск, уже рассматривали мои карандашки, я говорю, что они классные, люди просто не поняли, что к чему. Так как эти карандаши были примерно там в январе-феврале представлены, давайте как раз их и обсудим. Бренд представил свои карандаши. Изначально прогрев был супер классный в стиле этого бренда. Мы всегда о всех новинках узнаем из запретграмма Хейли, где она красится, там немножко там мелькнул колпачок, еще что-то, и поэтому всегда пользователи гадают, и чаще всего это и выходит. Это называется слив, друзья. Все бренды так делают, и гаджетовские бренды, то есть чаще всего, если просачивается какая-то информация, ее слили. Вот и здесь тоже, но Хейли просто это достаточно делает деликатно, не знаю, что там она накрасилась, не накрасилась, вроде бы и слила, вроде бы и не слила, но на самом деле так можно за многими новинками следить. Там производители чаще показывают, акцентируют внимание. Хейли, она скорее так заигрывать с нами. И вот эти карандаши, они изначально не позиционировались как что-то нереально стойкое. Это опережая, почему люди были в каком-то негодовании. Не знаю, почему так вышло, потому что я посмотрела самые первые еще видео, и там Хейли максимально нежно как-то наносит пальцами, распределяет. Это не про матовость, это не про стойкость, это не про карандаши, которые неподвижны на ваших губах. И когда они появились, все начали тестировать и начали критиковать Хейли за то, что они не стойкие, не матовые и все прочее. И я думаю, что как раз на этот запуск бренд делал особый акцент. Они думали, что за счет него они еще больше поднимутся в медийном пространстве, все будут еще больше про них говорить. Почему еще больше? Потому что про них и так много говорят. Помимо прочего, они расширили канал дистрибьюции. Мне сейчас уже кажется, что, возможно, это была такая игра в долгу, что они понимали, что они должны где-то продаваться, потому что бренд, который продается только у себя, у него как бы меньше ценность. Бренд, который уже
там продается на различных маркетплейсах, на, не знаю, платформах, это всегда уже налаженные контакты, всегда уже проще прийти и как-то это урегулировать. Тяжелее всегда выйти, да, то есть выстроить модель, склады и все прочее, логистика, это тоже задача не из легких. И у нас в марте появилась новость, что Rode начнет продаваться в Сефаре. Возможно, это уже были требования новых владельцев. Мы же с вами не знаем, там, это как Versace продавали, тоже сам бренд одежды, там настолько долго все это шло, и мы только в конце узнали, что, оказывается, он продается, а это все планомерно подготавливалось для новых владельцев. И здесь как бы та же самая история, что, возможно, уже все понятно, возможно, уже все решено, уже все обговорено. И просто бренд идет по концепции, которую они выстроили с новыми владельцами. Ну, это мы с вами узнаем только уже под конец, когда поймем, кто же его выкупит. Выкупит ли вообще? Не передумает ли Хейли? В общем, миллион вопросов. И, значит, они выпускают карандаши, они начинают продаваться в Сефаре, то есть было заявление, что они там появятся. И, конечно, еще их линейка обновилась новыми оттенками. Они выпустили новые румяна, такие они более яркие, ягодные. И еще появились новые оттенки блесков. Ну, новые оттенки, они, мне кажется, не так сильно будоражат публику, хотя, да, это хорошие коммерческие оттенки, которые, мне кажется, отлично зайдут. Акцент все-таки на дистрибьюции, акцент на новый продукт. Что ждет бренд в дальнейшем, пока не совсем ясно. Много есть спекуляций, много есть отдельных сплетен на этот счет, но мы знаем, что Rode планирует продать. Почему сейчас? Я вам выкладываю очень классный пост, там коллега разбирала и рассказывала с точки зрения рентабельности бизнеса и все прочее, в Телеграме можете зайти посмотреть. Сейчас Rode находится на пике своей популярности. Их выручка за прошедший год в 2 раза больше, чем за предыдущий. И, конечно, лучше всего продавать свои бренды на пике популярности. Так что тогда не будет какого-то резкого падения, потому что обычно как это идет, да, волны Кондратьева, если не ошибаюсь. Ну, в общем, смысл в том, что пока все классно, все хорошо. А вот когда падение, уже очень сложно вот так выкривить, да, то есть это нужно такого инфлюенсера взять, который, ну, простите, Хейли явно не переплюнет в своем бренде. Вот, и поэтому пока это все круто, пока это все работает, если ты выведешь основное лицо из этой связки, как будто бы все не сломается. В этом особый смысл. Кто купит, непонятно. Много различных концернов, которые тоже там в этой статье перечисляются, можете почитать. Пока не ясно. Либо это будет люкс, потому что у люкса тоже есть владение, да, там, различными косметическими компаниями, именно я имею в виду люкс одежды. Либо это наши стандартные концерны, которые так владеют, я не знаю, там, Estée Lauder и же с ними, да, остальными брендами. Что я думаю на этот счет? Поставили комментарий у меня в Телеграме, и я считаю, что он абсолютно правильный, что как бы вот эта продажа не случилась в том же ключе, как было с Роузи, да, и Rose Inc. Потому что бренд держался только на ней. И я не могу сказать, что Роузи это такая же величина, как Хейли. Хейли играет большую роль. И тут, когда человек настолько привязан к инфлюенсеру, когда инфлюенсер и есть лицо этого бренда, то мне сложно представить пока, как будет это работать в связке Пет с Хейли. Но есть куча вариантов. Есть варианты легкого выхода, когда, например, я не знаю, там появятся новые амбассадоры, и уже фокус внимания от Хейли будет немножко смещен. Хейли может сказать, что я ухожу в полное управление, я больше не амбассадор, я выполняю там функции какого-то операционного директора, и все, больше я не буду появляться при этом. Хейли будет анонсить новые продукты, будет еще что-то делать, возможно, будет выступать просто как амбассадор на контракте, да. То есть здесь как договорятся? Как договорятся, на каких условиях, если все будет классно, я думаю, Хейли еще долго может их поддерживать, постепенно выходить, и это тогда будет хороший выход. Так что Роузи, она категорически прям вышла, на следующий день у нее появился, по-моему, Дольче Габбана, если я не ошибаюсь, в ее запредграмме, посты, амбассадорство и все прочее, но там, по-моему, было все не очень хорошо. Тоже посмотрите новости. Мы отдельно обсуждали, то есть там не договорились. Здесь, возможно, все будет и неплохо. Напишите, что вы думаете на этот счет. Кажется ли вам, что такие селебрити-бренды держатся только на селебрити, да? Либо есть такая надежда, что бренд выживет, что он обретет новую силу или, возможно, еще больше, как это разрастется. Мне будет очень интересно почитать. Тренд на лиловые румяна по-прежнему не отпускает бренды. Ну, здесь уж та история, когда нужно, хоть маленький кусок этого пирога, но урвать. Худо. У них потрясающе рассыпчатая классная пудра. У них раньше был концепт, они рассказывали про розовый оттенок, который такой высветляет, такой красивый, и банановый, да, и они были, как у них битва такая, бананово-розовая. И вот сейчас они немножко его адаптировали и сделали прям лилово-фиолетовый. Но что мне понравилось в этом оттенке Худо, что он
все-таки больше стремится к розовому. То есть это не холодный такой азиатский оттенок, а это оттенок, который будет, мне кажется, почти на всех смотреть достаточно комплементарно. Если вы посмотрите фото промо-компании, то вы увидите, что он практически розовый на лице, несмотря на всю эту фиолетовую атрибутику. Очень красивый был поп-арт. Я в прошлых бьюти-новостях за год, в бьюти-новостях за кварталы прошлого года говорила, что Huda один из драйверов именно красивого пиара. Они классно делают антикризис. Они признают свои ошибки. Они говорят, что да, пудра жутко пахнет, ребят, уберем запах, сделаем духи. Мы все это смотрели, у них реально классная пиар-команда. Они все это красиво делают. Ну и, конечно, такие бренды умеют делать красивые поп-арты. Это определенные тематические косметические выставки, когда, я не знаю, там огромные румяна с бантиком, ты заходишь, там фоткаешься и все прочее. Это сделано для виральности, для того, чтобы инфлюенсеры посетили, красивые были посты в запретграмме и все прочее. Просто, чтобы тебя лишний раз отметили, потому что чем красивее, тем инфлюенсер больше интересуется в запуске и подсветит. Поэтому очень многие блогеры жалуются, когда они ходят на какие-то ивенты, там тратят время, и все было не очень красиво. И большинство людей агрятся, говорят, ну тебя вообще на ивент позвали, да, мы вот там дома сидим, работаем в офисе 24/7. Но я как человек, который делает ивенты, знаю, почему они грустят, потому что обычно ты хочешь удивить блогера, то есть ты хочешь так круто сделать, чтобы он пришел, обомлел, и чтобы тебе не нужно было писать ему в личку. Сейчас, если меня смотрят пиарщики, вы позабавитесь, да, это вот тема. Простите, а вы получили наш пресс-релиз? Вы разместите нашу новость? Вот нужно делать такой пиар и такой ивент-менеджмент, чтобы тебе не надо было это писать, чтобы человек пришел, офигел от красивого поп-арта и просто захотел сфоткаться на фоне твоего бренда где-нибудь там. И не знаете, на фоне пресс-вола, друзья, дорогие, а вот как-то должно так нативно красиво, чтобы тебе самой захотелось это выложить. И вот Huda делает такой, на мой взгляд, ивент-маркетинг, пиар, маркетинг в целом, в общем, Huda. Люблю, возьми в команду. И самый горячий запуск — это, конечно же, фиксирующий спрей Easy Bake. Он вдохновлен линейкой, в которой представлена пудра блюрящая, классная, всем она очень сильно нравится. И этот продукт, как говорит сама Huda, он не заменит вам пудру, но на абсолютно новый уровень использования вас перенесет. Это такой фиксирующий спрей, который не только фиксирует макияж, но и при этом создает красивейший финиш, как пудра Easy Bake, то есть матирует, блюрит, и выглядите вы с ним потрясающе. Честно, мне прям захотелось попробовать. Ну, продала. Если амбассадором прошлого года была Хейли Бибер, то в этом году, возможно, будет Дуа Липа. Да, это не самая пик ее популярности, она и в прошлом году была достаточно востребована, но какие красивые кампейны были с ней в начале года. Февраль-март румяные Сен-Лоран, матовые, шиммерные, очень красивые, такая она стильная, так круто пересекается, я не знаю, упаковка с ее внешним видом, с тем, как она позирует с ним. Это самая красивая реклама за последнее время. Настолько стильная, настолько современная. И она так, мне кажется, облагородила вообще и в Сен-Лоран. Ты смотришь, думаешь, блин, какие вы модные, какие вы стильные. Вообще, Дуа Липа, я считаю, была идеальный вариант для бьюти в Сен-Лорана, потому что в то же время она стала амбассадором коллекции одежды и аксессуаров Шанель. Там тоже очень красивая реклама. Она настолько сдержанно выглядит в этих нарядах, она настолько выглядит современно, потому что если меня сейчас смотрят девчат, которые любят моду, которые следят за развитием бренда Шанель, основная проблема этого бренда в том, что он какой-то неносибельный в жизни. Именно, да, эти юбочки, пиджачки, мне тоже нравится твид, мне тоже нравятся некоторые модели, но они настолько чаще всего портят амбассадоров своих. Вот если посмотрите, единственное, мне кажется, вот Кристин Стюарт, она очень хорошо выглядит в Шанель, как выглядела, главное, там наша Барби, да, Марго Робби, не украшала ее это, хотя она вот такая кукольная, да, вот этот твидик, бантики, но нет. И вот здесь идеальное развитие бренда Шанель, если мы немножко с вами в фэшн идем, потому что я фэшн жутко люблю. Кстати, напишите, хотите ли вы какие-то фэшн-новости, потому что я это тоже обожаю, я там, с винтажом люблю работать. В общем, напишите, пожалуйста, будем еще отдельно, может быть, что-то такое фэшнабельное смотреть. И вот с Дуа Липой, на мой взгляд, идеальное сочетание, потому что она просто омолодила этот бренд и сделала его современным. Она так несла его, что я считаю, что Шанель ей должен X2 заплатить, просто потому что это красиво. И свежайший ароматный люксовый запуск — это, конечно, новый аромат в линейке Шанс от Шанель. Вы, скорее всего, знакомы с этими кругляшками. Зеленый, розовый. Розовый лично у меня есть. Я очень люблю этот аромат. Но давненько они ничего не выпускали. Вот сейчас появился новый фиолетовый. Все думали, что это будет суперсовременное звучание, но как-то не срослось. Я его послушала. Там красные фрукты, малина, роза, фиалка, персик. И базовые ноты — это мускус и кедр. Ну, честно, все, что я слышу, это немножко такой вот, да, какой-то вишневый
вишнево-клубничный компотик, чили ощущаю очень отчетливо. И, конечно, все это вперемешку с розой. Потом мускус проявляется. Вот есть какая-то база, да, шансовая, вот как у всех этих шансов, но что-то не то. Не знаю, какой-то он несовременный. Вот я бы не сказала прям, что это люкс, поэтому мне аромат не сильно зашел. Еще из забавного, если вы помните скандал с адвент-календарем Шанель, ну вот, кажется, созревает его продолжение. Шанель выпустили микс-бьюти пакеты, в которых будут представлены миниатюры бренда. Ну, с одной стороны, хорошо, можно познакомиться, можно что-то купить. Я всегда говорю, что пробники и все прочее я люблю, мне это нравится, но я люблю это бесплатно, либо за какую-то маленькую стоимость travel-формата. Здесь же такие пакетики с бьюти-причиндалами от Шанель будут стоить 200 евро. Ну, не знаю, наверное, фанаты, конечно же, купят. К остальным вопросы. Я бы на такое не решилась. Ну и в тему фэшн, то, что можем с вами обсуждать, еще, конечно, хочу отметить коллекцию JW Anderson и Uniqlo. Я ее тоже успела в Таиланде урвать, пришла, никого не было, оказывается, там sold out был как у H&M. Сейчас я жаловалась, что не смогла, к сожалению, актуальную коллекцию, которая 2 дня назад запустилась с польским дизайнером, я не смогла ничего оттуда взять, я просто замучила всех байеров на Авито, но, к сожалению. И вот JW Anderson я взяла и с огромным удовольствием носила. Кстати, вот в выпуске про Road я в их рубашке, качество нереально. Вообще лимитки Uniqlo, я советую обратить на них внимание. Да, через байеров, но очень красивые, очень стильные и прям то, что будет хорошим дополнением к вашему базовому гардеробу. У Патрика, да, без изменений. Он по-прежнему кринжует, по-прежнему веселит мое сердце. Я не знаю, я его так люблю уже как сына. Вот знаете, когда он чудит, и ты уже думаешь, мой хороший, ну что ты там для нас приберег? Но вот с одной стороны, у него есть имя, знаете, вот он для меня, то есть это отдельный персонаж. Это не просто какое-то улыбающееся лицо, хотя улыбка у него просто, мне кажется, стоит миллионы. Но да, ну, в общем, забавно мы с вами посмеялись, когда во всей Америке же закрывался ТикТок, и все очень грустные видео выкладывали, что закончилась эра, все, боже мой, больше никаких ТикТоков, мы уходим, подписывайтесь на запретграм, что-то еще. И вот у Патрика была одна из самых сильных ментальных драм в этом ТикТоке, все, мы уходим, и потом это было так смешно, потому что я смотрела не в моменте, а спустя время. Я такая, окей. А там же очень быстро у них новости появились, что мы как-то продолжим налаживать контакт с ТикТоком, мы его не баним. И тут просто, значит, драма Патрика. И я такая, тыкаю и смотрю, и там, о боже мой, мы вернулись, подписывайтесь на наш ТикТок. Это, мне кажется, моя последняя нервная клетка. Это я, когда просто банят все ресурсы. И я такая, боже мой, хоть где-нибудь, пожалуйста, лайкните меня и подпишитесь. Короче, обожаю этого парня, очень смешной. Если говорить о бренде, конечно, были запуски. Не будем только о смешном говорить. Давайте все-таки продуктивно тоже пообщаемся. Они выпустили 4 новых оттенка румян, очень носибельные. Ну, красные She Left Me on Red. Мне кажется, это просто уже давно тянется этот тренд. Еще с прошлого года, там с лета начали тоже клепать красные румяна. Они сейчас популярны, они красиво выглядят, не так нереалистично, как они изначально смотрятся на коробочке. Когда вы распределяете, это отлично. She Knows Who She Is, мне кажется, могут быть одними из самых востребованных, потому что они похожи на Sleepy Girl at Road. То есть это такой просто приглушенный, темный оттенок, который тоже очень благородно выглядит на лице. И She Goes to the Gym, и She Seductive — это такие прям очень простые, понятные всем оттенки, очень коммерческие, потому что, мне кажется, они хорошо будут продаваться. Румяна от Патрика я люблю, здесь нечего комментировать, у него классная формула, хорошо наносится, хорошо носятся, выглядят, и вообще мое почтение. Вот все хочу до хайлайтера добраться. Рассказывала вам в Телеграме, что мне моя прекрасная байер не дала купить, сказала, что они не очень. Она говорит, я могу тебе привезти, если тебе не жалко деньги. Я такая, ладно, окей, Алиночка, в другой раз. Но еще важное развитие в бренде случилось, следующий шаг. Многие идут на него, как Rare Beauty, например. Это линейки по уходу за кожей тела. И здесь у них уже были определенные какие-то бронзеры, у них были такие большие кисти, то есть это, наверное, не самый новый виток в развитии, но они сейчас прям выпустили линейку. И, честно, я была в шоке с этого маркетинга. Это, знаете, на грани, вот если вы смотрели старые кампейны одежды Versace, вот это что-то такое. Это просто какие-то голые мужчины мажутся этим маслом. Я думаю, куда я попала? Типа, даже неловко, знаете. Вот у него такие же кампейны были. Вот я говорю, уж прям заикаюсь. Поэтому, если хотите посмотреть на пикантных мужчин, которые тестируют эту косметику, заходите к Патрику, там вам точно понравится. У них есть мист, у них body oil и body
бодикрем. Выглядит все это просто как такое увлажненное, красивое, подсвечивающее. Я думаю, что вообще эти линейки чаще всего в первую очередь создаются для себя. Многие российские бренды, когда рассказывали, там, не знаю, вот Наталья Шик, она начала с кистей, она говорила, что просто вот не было кистей, которые не нравились, она работала тогда действующим визажистом, поэтому она основала бренд. И мне кажется, что это работает плюс-минус так же, потому что Патрик, он постоянно на мастер-классах, постоянно готовит моделей. Если ты делаешь красивый, тяжелый макияж лица, тебе всегда нужно тоже там декольте, да, грудь подчеркнуть. Поэтому тебе нужен уход. И логично пользовать свои продукты, логично их промить, логично про них рассказывать. И я думаю, что так как Патрик очень много работает и с моделями, и с звездами, селебрити, там, собирает их на дорожку, это как будто бы ок, что он это выпустил, и это было ожидаемо. И я думаю, что в первую очередь там будет спросом пользоваться у тех, кто там обучение у него проходит и так далее. В общем, мне кажется, ничего такого неожиданного в этом запуске нет. Rare Beauty представили новый кремовый бронзер. Выглядит он примерно как их румяна, как и хайлайтер, вот такой большой увесистой упаковочки с колпачком. Я очень сильно люблю бренд за их хайлайтеры. Оба потрясающе прекрасные. Румяна не совсем люблю, потому что они слишком пигментированы. И когда только появилась эта новость, я уже там в Таиланде, кстати, одна из первых попробовала, и в Телеграме вам показала все сводчи, чтобы вы могли комфортно у байеров заказать. И я тогда скептически отнеслась, написала пост, что мне кажется, я не захочу этот продукт, потому что как румяна будут, наверное. А румяна, если кто-то пробовал, то вы догадываетесь, что там пигментация настолько невероятная, что очень сложно как-то красиво их нанести. Нет, конечно, там одна капля распределил, но не самый легкий продукт, скажем так. И я написала, что у меня есть опасения, что если будет такой же пигментации бронзер, а бронзер мы и так любим, да, напятнить, не туда поставить капельку, то это будет караул. И я, когда стояла в ожидании просто, как долго я ждала, когда это станет освободиться, я еще удивилась, что, знаете, консультантам мне казалось, что у нас не всегда заинтересованы, а в Европе, там, в азиатских странах они заинтересованы, но не всегда профессионально, потому что когда он начал наносить этот бронзер супер такой веерной кистью, я думаю, мальчик мой, ты чего же делаешь? Ну, то есть там же такие пятна будут, а продукт-то хороший, как оказалось. Вот, и продукт замечательный, он у меня есть, я его люблю. Очень красивые комплементарные оттенки, начиная от там каких-то загорелых и нюдовых, которые только подчеркнут там естественную, да, тень на вашем лице. И идеальная пигментация, просто супер. Они такие легкие, они так классно тушуются. Это клевый продукт. Вот если вы любите в таком формате, чтобы капельками, он вам понравится. Я, когда готовлюсь к новостям, я обычно там что-то в Телеграм публикую и записываю сразу заметки, что вот я хочу рассказать вам про эту новость. И у меня в заметках есть то, что Rare Beauty поменяют консистенцию своих румян. И я честно посмотрела все, их запретграммы и какие-то другие паблики с бьюти-новостями. Я не нашла доказательства. Я не знаю, то ли это был мой дурной сон, то ли это был какой-то прикол, и они его удалили, может быть, 1 апреля. Не знаю, в общем, я просто поделюсь, что у меня почему-то написано, что Rare Beauty сделает менее пигментированные румяна. И я этому была очень рада, и я подумала, блин, как же круто. Поэтому, если вдруг мне это не приснилось, температура 40, то я буду очень счастлива этой новости, потому что пигментация румян сейчас тяжелая, и работать не слишком легко с ними. Джису еще одни маркетинг-отличники, потому что у них невероятно красивые ролики. Я рассказывала, что в первую очередь, когда ты запускаешь бьюти-продукт, да, это должно быть красиво отработано на моделях, модели должны быть куколки, чтобы на их коже там и без того продукта все классно выглядело, но еще очень круто работают какие-то виральные, очень красивые маркетинг-материалы, да, промо-компании, какие-то видосы рекламные, и вот Джису делает это очень красиво. Начиная от русалки владельцы, мы еще Шарлотт Тилбери сравнивали, смеялись, и заканчивая какие-то продуктовыми видео, потому что это так вкусно преподносится, и это так круто, что тебе все равно, как будет работать продукт, он просто красивый. И вот Джису сделали такую хани-маску для волос, волосы напитанные, сияющие, красивые, и опять-таки очень красивый промо-ролик, когда тебе просто хочется обладать этой коробочкой, а возможно и не наполнением. Вот здесь они потрясающе с этим справились. Буквально в последний вагон глянцевой влажной кожи вбегает Пэт Макрат, которая этот тренд в прошлом году и задала. Помните, после ее показа все повторяли, визажисты делали свою формулу, какие-то маски нагревали на лице, ну, в общем, как только они не изобретали. Даже я помню, мастер-класс за деньги продавались, как сделать такую же вот эту глянцевую кожу. И с конца января, то есть в феврале, в продаже у Пэт Макрат появилась такая маска, которую ты просто наносишь, и вот такое красивое у тебя глянцевое лицо. Для кого эта маска? Не знаю, потому что
что как будто бы она в целом на очень узконаправленную аудиторию, да, она больше про визажисты, про показы, про какие-то фэшн-съемки, потому что я думаю, фотографам, которые собирают моделей для каких-либо там личных, не знаю, съемок, либо для брендов, возможно. Но сейчас это не пик популярности. Вот если бы они тогда выпустили, ну просто понятно, что продукты долго разрабатываются, это нереально сделать, ну, не знаю, может быть, там действительно каких-то фэшн-показов, это проще, чем нагревать какие-то маски для лица и потом с трудом их снимать, ну, как будто бы уже не время. Но они задали этот тренд, они его придумали, и вообще Патмаград — это потрясающий, талантливый человек с точки зрения именно каких-то вкладов в бьюти, в фэшн, да, потому что она собирает очень многих моделей на фэшн-показах, и много, что вот именно в фэшн-бьюти стало модным, потому что не путайте бьюти на фэшн-показах и бьюти в жизни — это абсолютно разные вещи. Никто же не будет ходить с этой маской, да, в жизни. Но вот Пэт задала очень много таких векторов, которые потом копировались, поддерживали, и всегда, кто смотрит за фэшн-показами, смотрит, что делает Патмаград в этом ключе, потому что она очень часто вот делает какие-то прорывные вещи, ее очень сильно ценят все бренды и зовут к себе на показ. Пока монтировала, появилась новость, что Патмаград выпустил не только маску в подобном формате с эффектом стекла, но и спрей. Вот спрей, наверное, да, то есть это удобнее, чем маска, понятно абсолютно. Сценарий использования, те же самые фотосессии, съемки, то, что мы с вами уже обсудили, но в формате спрея. Мне такой формат больше нравится. N-Beauty продолжает выпускать линейку новых продуктов и обновлять предыдущие, потому что тени они постепенно выводят из ассортимента то, что уже было, обновляют формулы, у них там были определенные косячки с осыпанием. Я думаю, в частности, это, возможно, связано и с этим, потому что последние палетки, вот если там посмотреть по градации, когда они выходили, они гораздо лучше качеством, бренд понял, к какой формуле нужно стремиться. И я думаю, просто партии заканчиваются, они просто модернизируют формулу, за что им огромное спасибо, потому что есть бренды, которые знают, что что-то не так, знают, что люди жалуются, и все равно клепают продукт, к которому есть вопросы. Здесь как будто бы круто, да, вас услышали, и бренд сам мне в личку тоже писал, что там определенные тени, они действительно осыпаются, они как бы этого не скрывали, они советовали, как лучше наносить, чтобы тени красиво раскрылись и не сыпались. И вот если в прошлом году For Him палетка была обновлена, она более такая холодная, то в этом году они обновили палетку For Me. Нюдовая, красивая, я пробовала в золотом яблоке, слава богу, что N-Beauty появилась в золотом яблоке, я считаю, что это очень здорово. У них там какой-то конфликт, насколько я поняла, был в свое время, но сейчас они его уладили, и даже вот сейчас на днях проходила скидка на продукты N-Beauty в золотом яблоке 20-30%, вы можете себе это представить. Обычно скидки на этот бренд только когда там у Анны день рождения или когда день рождения бренда. Ну, в общем, это очень круто. Я надеюсь, что бренд будет развиваться, дружить со всеми и радовать нас своими скидками. И если уж мы говорим про N-Beauty, то здесь, конечно, нужно рассказать про свежий запуск. Это запуск консилера, он случился прямо на днях, буквально 2-3 дня назад. Они представили свой консилер в шайбе. Два оттенка, достаточно комплементарные, они оба с розовинкой. Один потемнее, другой посветлее, и у него такая гибридная формула, то есть они сами говорят, что когда-то его нужно фиксировать, когда-то не нужно. Девчата у меня в Телеграме, говорили, что вроде бы сейчас жалуются на то, что он не фиксируется, что его нужно закреплять, но, как справедливо одна девушка написала, что, на мой взгляд, лучше это будет не совсем прям стойко, наглухо закрепляющийся, да, сам по себе консилер, потому что такие консилеры, они чаще всего подчеркивают все недостатки, если там вовремя что-то не уложить, нанести. В общем, на мой взгляд, лучше просто и правда будет очень красивый какой-то консилер, который нереально круто смотрится, и вы сверху немножко припудрите подходящей пудрой. Чем когда в составе есть спирт, он нереально круто закрепляется, но и, к сожалению, подчеркивает все недостатки. Особенно, если это возрастная кожа, особенно, если есть какие-то первые морщины. Такие консилеры вам не нужны, это будут ваши враги, а не друзья. Я консилер от N-Beauty, к сожалению, не пробовала. У них была рассылка с хлебом. Я немного удивилась, потому что не поняла параллель, честно, хлеба и консилера. Ну, ладно. Но, да, продукт появился, возможно, когда-нибудь и у меня появится. У него, кстати, цена достаточно неплохая для N-Beauty, по-моему, 3 900 в общем. Да, это люкс, это дорого, у них дорогие продукты. Здесь мы с вами обсуждать не будем, потому что это концепция бренда, имеет право, это бренд люксовой косметики. Я думаю, 5 000 будет, как все продукты. Поэтому я думаю, что если прям очень хочется, можно попробовать. Но здесь сам решает каждый для себя, конечно же. Сваровски сделали интересную коллаборацию, такую на морскую тематику с Арианой Гранде. Она сейчас очень популярна за счет участия в мюзикле, скоро 2-я часть выйдет, поэтому я думаю, что это хорошая коллаба с точки зрения привлечения амбассадорства, но как будто бы она какая-то бюджетная в жизни, что ли, потому что когда я выложила, сказала, что очень красивые, необычные какие-то формы, красиво жемчуг перекликается с кристаллами Сваровски, вроде бы неплохо. Не поняла, зачем они повторили колье Витмо, но как бы уже все, кто мог, его повторил, да, более жемчужное, нежное исполнение, но сердце океана
условно уже есть у Ветмо, и вроде бы Сваровский тоже такой значимый бренд, и к чему вообще это все нужно. Но окей, я написала, потому что очень витиеватые формы, такие симпатичные, как-то очень вот с морской жемчужной тематикой перекликаются, но потом, когда я посмотрела на все это в жизни, мне показалось это не настолько красивым, как это показывалось в промо-материалах. Опять-таки, да, в промо это выглядит дорого-богато и стоит оно недешево, потому что я хотела себе приобрести каф на ушко, и он стоил там в районе 200 евро, ну, был выполнен как обычный каф с Алиэкспресса. Я не знаю, да, там есть определенная технология Сваровски, у меня много украшений Сваровски, я их люблю, но когда какой-то есть запредельно интересный дизайн, ну, в общем, если вам вот что-то из этого понравилось, вы нигде не можете найти аналог, и вы любите бренд Сваровски, то, конечно, можно попробовать. Мои любимейшие духи от Dolce Gabbana Devotion получили мужское звучание, хотя, честно, мне кажется, эти сладкие малышки можно распылить на мужчину, будет очень-очень интересно и экстравагантно. Но вообще, все ароматы унисекс, поэтому если вам что-то нравится, то можно пользоваться мужские, иногда пользуются женскими, и, кстати, женские ароматы на мужчинах иногда так красиво раскрываются, что вы просто не можете себе представить. Я иногда слушаю и думаю, а почему эти духи на мне так красиво не сидят, да? Поэтому, кто знает, может быть, и основная коллекция была предназначена для мужчин. Но теперь это не обязательно, потому что у Dolce появилась мужская версия. И я, когда увидела ее, как-то не было промо особо, прогрева. Вижу, стоит Devotion новый, мне говорят, вот попробуйте, в Duty Free тоже было дело. И я не поверила своим глазам, побежала и разочаровалась. Честно, я не понимаю, почему парфюм-блогеры, многие прям написали, что это классный, невероятный продукт. Он мне показался настолько простым, и я вот была уверена, что именно парфюмерные блогеры напишут, что это не то, куда должен был идти в развитие бренд, потому что Devotion — это очень крутой аромат. Да, он для кого-то может быть слишком сильный, он может быть для кого-то слишком сладкий, но это красивая композиция, она глубокая, она не дешево звучит, она прям такая близкая к телу. В общем, классные духи. И я думаю, что мужская будет такая же интересная, что она будет такая же сладкая, такая же томная, просто чуть более грубее. Здесь все настолько просто. На старте кофе, и причем не какой-то пикантный, да, кофе, он же может быть с кислинкой, он может быть горький, а просто вот кофейная конфета. Вы представьте, вот как классический кофе без каких-то интересных композиций. Вот кофе, а потом это раскрывается все стандартный мужской, вот я прям скажу слово одеколон. Да, это отличный вариант на подарок. Я вот когда слушала, ходила, и я поняла, что если ты знаешь, что человек увлекается кофейной тематикой, если ему плюс-минус нравятся такие ароматы, и вот на подарок он как будто бы хорош, потому что он навряд ли кого-то разочарует. Там нету сильных компонентов, которые могут отпугнуть. Очень простой, очень понятный, очень коммерческий. Наверное, будет хорошо продаваться, но просто я ждала чего-то другого. Если вдруг ваши спутники, ваши друзья или ваши братья купили этот аромат, или, возможно, вы для себя, расскажите, как он в жизни, потому что, возможно, я его недооценила, и нужно там с ним походить, посмотреть. Мне он показался каким-то слишком простым. Ну, просто я Devotion очень люблю. И поэтому меня же прям сердечно задело, что что-то не то. Просто правда, если он был бы такой же бы сладкий, но в мужском звучании, я бы точно его прихватила. Друзья, пожалуйста, если вам нравится это видео, прошу подписаться на канал, написать комментарий и лайкнуть его. Еще перейти в Телеграм, потому что первично все бьюти-новости появляются в Телеграме, а потом уже здесь. Там классно, интересно, обещаю много подарочков, кстати, дарю. Поэтому буду вам очень сильно рада. И каждый подписчик, вот это все по крупиночкам собирается, но это невероятно важно, потому что ты отдачу не видишь, вы меня видите каждую неделю, а я, ну так, это немножко игра вслепую. Поэтому хочется тоже вас видеть, и хочется благодарить тех, кого я вижу. Поэтому спасибо, если вы уже подписаны. Я знаю тех, кто постоянно мне оставляет комментарии, и я понимаю, что, скорее всего, люди это делают просто, чтобы мне было приятно, потому что я прошу, и я очень ценю. Спасибо вам огромное, что поддерживаете. Что бы мы с вами делали без Кореи? Наверное, ничего, потому что эти ребята стандартно задают тренды не только в уходовой косметике, например, уход с микроинглами, ведь Cosmetics очень популярный, тоже в Телеграме делала обзор, рассказывала вообще, что это такое, и нужно ли этого бояться, но и в декоре. Например, популярнейшие румяна в такой консистенции суфле, безе. Unleash, Холик, все уже давно такие сделали. Ну, конечно же, нашим брендом люксовым, и не только, нужно тоже в эту гавань заплыть. Не удивлюсь, если Худа тоже делает что-то подобное, потому что она любит в последнее время представлять себя корейской, а не арабской принцессой. Ну и, в общем, Rare Beauty выпустили новые румяна. Это уже 4-е румяна в их ассортименте, потому что у них есть сияющие румяна, там похоже на MAC Extra Dimension, то есть просто такая сияющая, красивая история, которая перекликается с хайлайтером. У них есть румяна, которые с адской пигментацией, которым сложно пользоваться, и в Шайбе. Шайбе мои самые удобные, самые любимые, потому что они простые в использовании.
исследований. И они выпустили еще одни румяна. Это абсолютно матовые в формате суфле. Выглядят очень бархатисто и интересно. Да, они красиво, комплементарно смотрятся на лице. Но здесь, когда настолько явное какое-то повторение трендов, я не знаю, нужны ли вам реально эти румяна от Rare Beauty. Только если вот какой-то оттенок уникальный, там очень много оттенков в линейке, ну достаточно, да, они все перекликаются с ее основными румянами, сияющими, то есть у нее концепт круто раскладывается по продуктам. Ну, можете купить просто холику. И мне вы сами писали в Телеграме, что холики ничем не хуже румяна, они такие же классные, такие же удобные, красивые и стоят в 3 раза дешевле, особенно если вы берете через байера. Поэтому запуск хороший, интересный, но не знаю, просто если вы берете за форматом, можно взять что-то более доступное и понятное, и то, что можно купить в любом магазине. Луи Виттон теперь не только про фэшн. Мы смеялись над их пельмешками, которые они сделали потрясающие обесы за пару тысяч долларов. Если хотите, можете прикупить. Это прям Клоева, да, мне кажется, прямая отсылка. И еще они будут радовать нас в мире бьюти. Ну, это та же история, что любой уважаемый себя фэшн-бренд уже должен, наверное, иметь какие-то бьюти-активы, потому что это драйвит продажи, это дешевле и дает возможность прикоснуться к прекрасному люксовому тем, кто не может позволить себе что-то из одежды или аксессуаров. Поэтому самые популярные позиции всегда у брендов это аксессуары. Например, не каждый может купить себе платок Louis Vuitton, хотя платок это как раз то, что драйвит продажи. Но образно вы не можете купить себе сумку Louis Vuitton, но вы пойдете купите маленький кошелечек. И уже у вас будет что-то такое люксовое, и вы будете себя причислять к тем людям, у которых есть что-то от Louis Vuitton. Такая же логика, когда бренды делают косметику, потому что Валентина, Прада, не знаю, все, Селин, да, вот мы недавно обсуждали, это все про причастность к бренду. Ты хочешь быть причастен к бренду, но пока ты можешь позволить только косметику. Либо наоборот, ты максимально причастен к люксу, и ты хочешь, чтобы у тебя и косметика была такая же красивая, эстетичная. Потому что отличает эти бренды? У них не всегда какие-то инновационные формулы, хотя у Gucci хорошие. Вот правда, у них очень хорошая косметика, мне кажется, они отлично запустились, и уже косметика идет параллельно с фэшн-брендом. Есть наоборот, когда фэшн тянет за собой косметику, но при этом это драйвит какие-то, да, общие продажи. И вот если говорить по Louis Vuitton, то, наверное, пора и было тоже что-то запустить. Но что здесь меня поразило, это, конечно же, то, что креативным директором станет Пэт Макрат. Она подготовила 55 оттенков помад, 10 бальзамов и 8 палеток теней. По тому, как все это выглядит, достаточно стилистики, мне кажется, Louis Vuitton, их показов. Это пока что-то красное, яркое, холодные оттенки теней. Не совсем про тетушку Пэт, вот из того, что, да, показано. Наоборот, это говорит, наверное, про ее гибкость, про то, что она адаптировала себя под бренд, под их ДНК, про их стилистику. И это прям выглядит, мне кажется, хорошо. Но чуть позже мы увидим, посмотрим. На мой взгляд, пока напоминает мне Праду. Вот я просто смотрю все вот эти концепты, все макияжи, потому что они уже на фэшн-показе были с своей косметикой, как будто вот это кампейн Prada Beauty. Не знаю, ну, интересно, как будут выглядеть эти упаковочки, потому что, по-моему, пока еще этого нет. А обычно в люксе упаковки играют огромную роль, потому что должно быть в первую очередь красиво, и вот ты должен достать такой помадка Louis Vuitton. У Pink Mint еще нет своего бренда, но было 2 красивейших запуска. Это весной лимитированная коллекция кистей из Pony Roma. Это наш российский бренд, они делают классные кисти. Пока не доводилось попробовать, но вот как раз я купила эту лимитку и могу вам смело посоветовать и рассказать про нее. И с Dope, это тоже российская косметика, они славятся своими хайлайтерами, просто крышесносные. Вот с ними вышел лимитированный оттенок румян. Кисти. Когда увидела розовый этот металлик, думаю, я просто должна ими обладать, потому что они красивые, будут красивые видео смотреться. Но потом обратила внимание, конечно, еще на концепт, потому что в чем особенность лимитированной коллекции, что они делаются под человека. И круто, когда человек в этом во всем виден. Потому что очень часто, я знаю такую тему, приходят блогеры и говорят, мы выпускаем, не знаю, красную помаду, будь ее там рекламным лицом. Окей, ну, вот, например, ко мне пришли там с хайлайтером, и я бы сказала, да боже мой, да с радостью, потому что я про хайлайтеры, я люблю хайлайтеры, я сделаю все хайлайтеры мира с вами, да, вот хочешь, чтобы человек в этом как-то был, чтобы он прослеживался. И как раз и в кистях, и в румянах Настя очень хорошо прослеживается, потому что если посмотреть на ее работу, это визажист, возможно, вы с ней знакомы, у нее всегда такой четкий контуринг, у нее красивые скулы у модели, то есть это всегда все очень такое четкое. И эти кисти вот направлены на все это, да, чтобы сделать красивый носик, чтобы сделать красивые скулы. И интересные формы. И я подумала, что первое, да, розовый, второе, классная форма, попробую. Мне очень понравились кисти. Честно скажу, что прям крутые. Классная сборка, классный ворс. Думаю, что потом еще приобрету что-то из постоянной коллекции. Ну, постоянный. Вроде бы просто много кистей, вот сложно на что-то новое решиться, но я вообще не пожалела, что я купила. И еще с Dope у нее был лимитированный оттенок румян. И как круто сделал бренд, потому что обычно, ну, не знаю, если бы у меня был свой бренд, мне было бы интереснее, наверное, запустить румяна, потому что в первую очередь я про себя, а потом уже сделать какую-то лимитку с кем-то.
Это было бы логично, да, как будто бы ты сначала продукт запускаешь, а потом привлекаешь дополнительное внимание. А они как будто все лавры отдали Pink Wind, и это так трогательно, потому что изначально выпустили румяна они именно в коллаборации с Настей, а потом уже у них появились другие оттенки, и это такие, знаете, сияющие румяна, как румяна от Rare Beauty. Я даже их сравнивала, они не совсем похожи, я скажу вам сразу, они немного другие. Но я бы не сказала, что какие-то из них интереснее, какие-то из них менее там заслужат вашего внимания. В общем, если вы любите что-то подсвечивающее, такое неоновое, да, яркое, то посмотрите на румяна, тем более, что есть лимитированный оттенок, не знаю, продается ли он сейчас, но запуск у них был недавно, я 12 марта в свой день рождения их забрала. И еще вышли другие оттенки, все очаровательные, классные, я бы прям все скупила, тем более, что они здорово выглядят на лице, мне очень сильно понравились. Давайте буквально в 3 словах поговорим про весенние запуски российских брендов, про коллекции Influence Beauty, про коллекцию Vivienne Sabo и про коллекцию Stellary. Я делала посты, где подсвечивала самые интересные продукты, потому что я не делаю полные обзоры на эти коллекции, просто из-за того, что не успеваю этого делать, но могу что-то там выхватить. И как раз я была в Туле, удобно было зайти в Магнит Косметик, все посмотреть. У Influence мне безумно понравилась палетка теней. Это Petroleum коллекция называлась, как и так, наверное, это читается. И вот тени просто невероятные, очень красивые спарклы. Если бы я увидела на скидках, я бы точно взяла. Говорили, кстати, что в Магните можно было купить достаточно хорошей скидкой, но когда я смотрела, не было такой возможности. Очень красивые спарклы. Здесь прям можно сказать мое почтение, потому что в то же время у Stellary, например, я попробовала их тени, мне показались какими-то они скучными, какими-то такими, как Milwaukee. Вы знаете, такое бывает. Но больше всего, конечно, меня разочаровал в этом Sparkling Wine коллекции хайлайтер. Я вам говорю, что я всегда коллекции оцениваю по хайлайтеру. Насколько это адекватно, я не знаю, но моя любимая категория, я всегда вижу хайлайтер, если что-то очень крутое. Так я познакомилась с весенней коллекцией Пупа. Я знала, что она вышла, как-то не особо мне, не то, что не особо, наверное, я просто очень много информации вокруг себя вижу, и не было такого, что я прям жутко захотела, но когда я подошла к стенду, когда я посмотрела на этот хайлайтер, когда я попробовала румяна, я поняла, что мне она нужна. И вот как раз хайлайтер меня привел к весенней коллекции Пупа. В Stellary такого не случилось. Когда я посмотрела на их хайлайтер, когда я попробовала его, он настолько просто разрозненный, блески, как мелок, и я подумала, может, мне не повезло. Хотя в магазинах обычно свет хорошо настроен именно на блески. То есть там тон вы не подберете, но блески так сияют, что ты как-то не так выглядишь в ней жизни. А здесь прям так скучно, и девчата тоже писали мне в комментариях, что купили хайлайтер, когда не было каких-то обзоров, и расстроились. Вот если у Influence хорошее сияние получилось в коллекции, то Stellary, на мой взгляд, как-то не особо. И Vivienne Sabo, у них такая африканская была коллекция. Знаю, что много было всяких споров насчет нее. Но хочу отметить хайлайтер и бронзер. Они очень красивые, очень такое дорогое прям сияние. У меня сестра тоже его купила, я вам на сводчах показывала. Очень шиммерные, деликатные. В общем, продукты клевые. Как я бы сказала, ну, знаете, это слишком громко сказано, но по концепту немножко beauty напоминает. Ну, то есть вот такое. Я люблю, когда наши российские бренды делают качественные сухие продукты. Это уже не первый раз. Beauty Bomb, да, еще более такой бюджетный по целевой аудитории, чуть помладше, чем Vivienne Sabo. И очень тоже хорошие Wasted Summer, у них были сухие продукты. В общем, наши бренды это умеют делать, и мне кажется, что они с каждым разом делают все лучше и лучше. Возможно, когда-то они переплюнут люкс, потому что у них просто все карты есть в рукавах. SKKN by Kim. Ким Кардашьян уходит в историю, потому что косметика от Ким будет теперь называться Skims Beauty. И, как мы понимаем, скорее станет частью ее главного бренда. Это бренд там, одежды, нижнего белья. Ну, вы помните, все бесшовное, легкое, красивое, подчеркивающее фигуру, утягивающее. И, наверное, это логично, потому что, если посмотреть на ее косметику, концепт был похожий, потому что все было нюдовое, все было приглушенное, как будто ты голый, без одежды. Да? Здесь тоже ты голый, без макияжа, что-то у тебя нюдовое, такое акцентное, немножечко, чтобы подчеркнуть красоту. И с точки зрения концептов, это два одинаковых бренда. SKKN, там же вообще еще до этого был W, по-моему, на конце, да, но потом с Kanye West'ом разошлась, она Kanye West отрезала от своего бренда. В общем, девчонка там просто драма не из самых легких. Ну, там сложно. Это, мне кажется, достаточно отношений. И, в общем, возможно, это связано с тем, чтобы сделать единую концепцию, потому что единую концепцию легче продвигать. Возможно, из-за того, что не хочет там какого-то вообще напоминания об этом Kanye West'е, который непонятно чего там творит в своих прямых эфирах. Вот. Ну, в общем, факт есть факт. Косметика будет переименована и будет расширяться, кстати, в сферу ухода за кожей и парфюмерии. Запуск Skims Beauty запланирован на 2026 год.
Если в прошлом году нас веселил своими выходками исключительно Патрик Та, то в этом году уже успел отличиться Makeup by Mario. И этот бренд настолько, мне кажется, как-то стандартненько по выверенной книжечке пиара и маркетинга идет, что я от него такого не ожидала. И когда я увидела видео, о котором я говорю, это запуск новой туши, и модель наносит видео, потом идет склейка, и у нее накладные ресницы. Вот это то, что я увидела. И причем не знаю, меня так это взбудоражило с какой-то плохой стороны, потому что мы уже вроде привыкли видеть это на маркетплейсах, да. Тоже вы писали абсолютно оправданно, что в рекламах раньше всегда были накладные ресницы, там у Бэмби или у L'Oréal, и нас это не удивляло. Нас это не удивляло, ребят, но сейчас все идет к тому, чтобы, во-первых, быть правдивым с покупателем, потому что покупатель хочет то, что на картинке. Нельзя ни в коем случае, не знаю, фотошопить адско кожу, если ты рекламируешь тональный крем. Ну нельзя. Ну возьми ты модель лучше с хорошей кожей, да, тоже будут говорить на тебя, что ну ты бы еще бы там на супер красотку нанес свой крем, он хорошо бы выглядел. Но это будет хотя бы честно. А когда ты берешь все заблюриваешь, чтобы показать эффект фотошопа, ну это не здорово, ты обманываешь потребителя, и будет негатив. Лучше честно все показать. Это во-первых. А во-вторых, мне кажется, все стремится к такому минимализму и открытости, опять-таки, в коммуникации, да, что зачем это все? И накладные ресницы, и даже не тренды. Ну, короче, я как-то расстроилась. Сейчас этим грешат до сих пор белорусские бренды, хотя я невероятно их люблю, я не понимаю, зачем это делают, то что у белорусов лучшие туши. Но ты вот на маркетплейс тогда зайдешь, и вот там накладные туши. Но мне кажется, это какая-то такая тема, она у нас еще осталась, к сожалению. Но зарубежные, я вот не помню, то есть это в далеких 2005-2006 уже тоже наверное, подошло к концу, но раньше, да, у них на рекламах тоже были накладные ресницы, это было, наверное, тогда нормально. И я когда увидела, я написала пост, и думаю, что это, ну зачем, почему? И так увидела не только я, и в этом был прикол, потому что у них буквально неделю, наверное, висело это видео, и там куча было комментариев, потому что первое, что делает человек, когда ему кажется, он смотрит комментарии, видит, что залайканы комментарии, что у нее накладные ресницы, и думаешь, ну, значит, не показалось. И я вот неделю жила с этой мыслью, думала, для чего это сделал Makeup by Mario, не поняла. И потом вижу видео в ленте, и начинается все с обвинений, что, ну, там, как они любят, да, клеить там комментарии, и эта девушка, та же самая модель, здорово, что они взяли ту же самую, потому что это важно, чтобы это было демонстративно, просто очень долго красилась на камеру, и реально спустя время у нее стали такие же ресницы. Вот, поэтому... Извини, в первую очередь от меня. Ну, по-моему, я уже написала пост после того, как этот скандал, да, случился, поэтому я не хейтила это все в открытую в Телеграме, я просто выложила и решила дать вам высказаться. Вы тоже написали, что там накладные ресницы. И потом уже я там, спустя пару часов рассказала вам, что нет, не накладные ресницы, просто очень много слоев туши. Интересный кейс, наверное, даже какой-то позитивный, потому что черный пиар тоже пиар, потом оказалось, что это так тушь работает, и еще как будто бы круче, да, что ты можешь сказать, что, ребята, у меня настолько крутая тушь, что вот уличили меня в накладных ресницах. Но там просто очень много вот этих, знаете, когда в туши иногда бывают маленькие волосянушки, и они вот настолько просто ей сделали классные ресницы, что вау. Вот я прикреплю это видео, вы сами, я думаю, если бы без моих комментариев посмотрели, вы тоже бы удивились, потому что, ну, никогда я бы не сказала, что это не накладные ресницы. Поэтому здесь я считаю, что Makeup by Mario просто рубил куш, он был жутко собой доволен. Потому что, с одной стороны, вроде бы злишься, что тебя в чем-то уличили, чего нет, да, потому что этого нет. Но с другой стороны, если так подумать, это круто. То есть круто сделать такой продукт, в который люди даже не верят. В первоапрельских шутках хочу выделить Dyson. У них всегда понятная, четкая коммуникация, без шуток ниже пояса, очень все так по-взрослому и серьезно. И вот 1 апреля они анонсировали, что выходит у них стайлер для бровей. Вы не поверите, но люди начали писать, что нереально хотят такой девайс, несмотря на то, что, казалось бы, 1 апреля. Нужно быть начеку, нужно не верить тому, что пишут в интернете. Но Dyson теперь все саботируют, чтобы они выпустили реально что-то похожее, хотя я вот так смотрю видос, там вообще ничего не меняется, но люди все равно, вот мне кажется, что напишешь Dyson на вилке, они купят эту вилку. Настолько это видео виральное было, что, мне кажется, только ленивый телеграм-канал про это не написал, но я тоже написала, потому что пожалела. Но надеюсь, что вы мою новость видели там не самые последние, а в числе первых. В последнее время мы всегда ругаем с вами люксовые запуски. Шанель, Диор, Сан-Лоран, хотя Сан-Лоран, мне кажется, особняком стоит, да и Диор Бэкстейдж тоже. Ну, в общем, Живанши, Бербери, ну что-то все такое томное, такое все какое-то грустное. И не цепляет особо. Ну, миллион раз с вами обсуждали, миллион раз с вами говорили о том, что драйвит
драйвят категорию, драйвят бьюти, развитие рынка именно маленькие бренды, именно бренды, которым тяжело быть на рынке, потому что нужно выпускать что-то особое, чтобы выделяться, чтобы за тобой повторяли, да, какие-то формулы, какие-то продукты, какие-то концепты. И, мне кажется, люксовые гиганты, им просто неинтересно тягаться. Поэтому зачастую новогодние коллекции, осенние, весенние, они такие какие-то скучные, да, непонятные, да, они про весну, про цветение, там что-нибудь еще, но мало такого было, когда я вам сказала, что мне нереально впечатлило, я вообще была в шоке. И вот меня так зацепила весенняя коллекция Dior, и, между прочим, вас тоже, потому что я обычно считываю ваше настроение, ну, не только по количеству лайков, которые вы там ставите, но и по комментариям, по каким-то, да, вашим высказываниям. И тут шикарно отработана съемка, на мой взгляд. Продукты вроде бы, ну, такие, не знаю, сдержанные, хотя я бы сияющие румяна попробовала, я бы точно бронзер хотела бы попробовать, палетки теней, может быть, потому что они шелковистые, Dior, интересные, они такие интенсивные, но хорошо распределяются. А блески там для губ, ну, супер простые. Просто если поместить вот эти же продукты в какую-то некрасивую съемку, возможно, бы нас-то не цепнуло. Но вы тоже все писали, потому что я говорю, что я Dior-то уже давно не хвалила, что прям вот вау, прям хочется. А тут я смотрю, и так красиво. И эта лента диоровская, твили. Ой, ну не могу. Ну прям какое-то такое настроение, хочется прям на отдых. И вот мне кажется, это классный пример качественной съемки и качественного промо. Когда тебе в принципе все равно, какие там будут румяна. Вот будут это румяна от Beauty Pop, ты тоже захочешь. Вот. А здесь прям концепция идеальная, вот эта легкость, вот это тот люкс, к которому надо стремиться. Очень красиво сделано. И вы тоже писали, что это такая красивая коллаборация, что вам даже все равно, что там, но хочется купить только за счет того, что это очень красиво преподнесено. Опять-таки возвращаясь к тому, что промо-видео для косметики очень важны. Российские бренды продолжают развивать категорию для дома, а именно, например, Love Generation, да. Считаю одним из лучших сейчас на российском рынке с точки зрения продуктов, которые выпускают, с точки зрения себестоимости. Но, к слову, наверное, нужно сказать, что эти ребята выпустили просто умопомрачительные туши. Смотрите, какую они классную рассылку сделали. То есть, если вам кажется, что этот осьминог огромный, вам не кажется, потому что он просто вот в 5 раз больше меня. Вот они выпускали туши замечательные, и водостойкая, и обычная. Очень классные, ну, бюджетных тушей много на самом деле, но это тот бренд, который, вот сколько они не выпускали в последнее время каких-то продуктов, они все были хорошие. Вот я не могу сказать, что какой-то продукт был прям жутко провальный, мне не понравился. Нет, все было отлично. И сейчас недавно они выпустили коллекцию диффузоров и свечей. И знаете, скажу честно, то, что это бюджетно, и я думала, что, наверное, будет плоско. Это логично, потому что, ну, нельзя тяжелые какие-то, да, такие масла очень дорогие туда добавить. Но это очень хорошо. Да, там заигрывание с неймингом, наверное, не совсем в моем стиле, потому что я люблю какой-то более классический пиар. Ну, не знаю, в общем, я, наверное, не той возрастной категории уже, поэтому я не очень люблю провокационные названия у брендов, но сам продукт нереально крутой. Ну, то есть, просто у меня вот диффузор стоит, там в другой комнате 2 диффузора стоит, свечи, и я не хочу с ними прощаться, я не хочу никому их дарить, потому что они крутые. В линейке представлены 3 аромата, которые, на мой взгляд, очень коммерчески универсальные, потому что если ты хочешь сладенькое, если ты хочешь что-то нежное, ванильное, но не супер терпкое и удушающее, можно взять Together Naked and Bad. Очень классный, комплементарный, вот прям передо мной сейчас стоит. You smell like кое-что запретное и игривое. Это персик, апельсин, подложка жасмина, сладенький, но не плоский. И 3-й аромат, который мне зашел чуть меньше, это Young Happy Trunk, просто из того, что там базовые ноты жасмин. Там еще есть пион, но я жасмин как-то очевиднее чувствую. Не люблю жасмин ни в духах, ни в свечах, диффузорах, просто не мой аромат, и все. Вот. А так, знаете, я как-то посидела с ним, думаю, может, и интересно. Вот так же, как с матовыми палетками, так же, как с уходом в линейку брендов, я считаю, что у каждого уважаемого бренда сейчас должны быть диффузоры и ароматы. Потому что, опять-таки, тоже это драйвит продажи, это долгоиграющий продукт, но продукт, который люди обновляют, и мы видим эту тенденцию, мы видим, как бренды российские начинают производить косметику, как Тумут, да, казалось бы, Тумут, косметика, но да, есть косметика у них теперь. Lime выпустил линейку ароматов, да, диффузоров, и туда же вот Love Generation, но Love Generation более логично, да, потому что это все-таки про косметику, и, например, Love Republic. У Love Republic вышла просто какая-то огромная линейка, там и ароматы, и свечи, и какие-то кремы, по-моему, в общем, даже уходовая косметика, вроде с того, что я видела. Удивляет ли меня это? Нет, не удивляет, потому что этот концепт уже давно нам понятный, масс-маркет зарубежный, вспомните любой там H&M, Zara,
более какие-то Massimo Dutti, да, у всех есть свои ароматы, у всех есть свои, потому что это обычно стоит на кассе, ты идешь с покупками, чего-то там по фану, либо ждешь подругу, понюхал и захотел, да, послушал, захотел. В общем, это такая история, которая, мне кажется, очень хорошо сказывается на чеке, он растет просто за счет того, что это стоит при кассовой зоне, это как жвачку купить, да, но только здесь ты покупаешь что-то подороже. И вот также ароматы. Я думаю, что это логично, здесь можно злиться, не злиться, я просто видела много постов, что говорит, ну куда еще вы, там не хватало нам какой-то там неинтересной парфюмерии, но иногда парфюмерия была такая интересная, например, у Zara очень много дюпов популярнейших ароматов, например, у них есть Cherry Smooth, это аналог Lost Cherry от Tom Ford, и это идеальный аромат, он мне нравится больше, чем Tom Ford, прикиньте, вот, поэтому я думаю, что если наши бренды тоже будут с хорошими парфюмерами общаться и коллабиться, то будут классные, достойные запуски. Золотое яблоко не перестает нас радовать и пополнять ассортимент новыми брендами. Но вообще они уже давно говорят, что они позиционируют себя как marketplace. Ну и логично, что бренды появляются. Первое, о чем мы не можем с вами сказать, конечно же, Тами, Танука. Ох, как мы были этому рады, и вы тоже в Телеграме, потому что у Тами, Танука достаточно сложный сайт. Невероятные продукты, ну каждый раз, когда туда попадают, какая-то энциклопедия Хроник Нарнии, я не знаю, сложно, ничего не понятно, но интересно. Реально, как будто в ролевую игру играешь. Наверное, с точки зрения комьюнити это очень здорово. Я уверена, что здесь есть сильные прям фанаты этого бренда. Я понимаю концепт сайта, максимально понимаю. Но как человек, который не совсем приближен именно к самому бренду, с точки зрения там, то, что я не скупаю каждую палетку, но я знаю про все запуски, я там много пробовала, красилась. В общем, мне не юзер-френдли. И каждый раз захожу, выхожу, потому что либо в наличии ничего нет, тоже интересно, они теперь будут наличие более большое делать. Хотя последний палет, кстати, было возможно урвать еще очень долго спустя запуск. Просто раньше у них прям там, не знаю, солдат был бесконечный. Сейчас можно прям долго. Даже палетка, которая у меня вот у сестры, она, мне кажется, месяца 2 была в наличии. То есть долго. Видимо, они расширяют. Даже они что-то на новый завод, по-моему, переходили, что-то еще там вообще было у них какой-то виток развития. И, видимо, теперь мощности, наверное, позволяют делать чуть больше. Поправьте меня, если вы следите за брендом чуть лучше, чем я. Но, по-моему, все четенько говорю. И сейчас, в общем, они появились в Золотом яблоке. Я жутко рада, потому что это все красиво, интересно, со своим вайбом. Но вот если ты просто хочешь купить палетку и не мучиться, это было сложно. А теперь будет очень легко. И также в Золотом яблоке появилась Худа. Да, она дороже, процентов на 30, но я написала в посте, что я считаю, что это хорошая тенденция, потому что вы, как девчонка, либо как мальчишка, не знаю, кто меня смотрит, но вы поймете, что вот бывает такое чувство, когда тебе хочется прямо сейчас. Да, есть потрясающие пайеры с минимальной там наценкой, очень маленькой комиссией, да, есть возможность иногда самим как-то через форвард адреса заказать, но иногда хочется прямо сейчас. Вот прям ты не можешь ждать. И вот на такие случаи я считаю здорово, что бренды начинают появляться. Да, с наценочкой, да, какой-то ассортимент странный, потому что сейчас там не самые топовые позиции от Huda Beauty, например, как раньше было вот в Эльде Батте, у них, кстати, Huda там с большими палетками была красиво представлена. Но я думаю, это вопрос времени. Я думаю, сейчас они прощупывают, посмотрят, может быть, эти товары было легче как-то ввести, потому что мы же не можем напрямую, там тоже все серыми схемами, наверное, сейчас делается. Но я очень этому рада. Тем более, что никогда не разочаровывайте сразу в ценах, потому что и сама я купила в Лесквию тогда со скидкой 50% на клиентском мне за 2000 рублей, что ли, а на сайте он был около $40, 0,38. В общем, клиентские дни, наше все, скидочки наше все. Будем ждать приятных цен. И последняя новость, самая будоражущая, потому что вчера в Телеграме было просто огромное количество комментариев на этот счет, это коллаборация Charlotte Tilbury с компьютерной игрой Genshin. Я по-прежнему считаю, с точки зрения пиара и маркетинга, что это очень странная история, потому что целевая аудитория Charlotte Tilbury, то, как Charlotte Tilbury себя позиционирует, бренд-имидж и вся вот эта история, она абсолютно не мэчится с современной какой-то гейминг-культурой. Если мы поговорим с пиарщиками в гейминге, еще с кем-то, но это что-то должно быть стильное, это что-то должно быть такое современное. Charlotte Tilbury на другую возрастную категорию. Это не говорит о том, что девчата, которые играют в Genshin, они не красятся, я не знаю, либо они все молоденькие, небогатые. Нет, конечно, там супер красотки. Я сама 3 года играла, не в Genshin, но в другую игру, но я 3 года играла и увлекалась бьюти. Как бы это не про это. Это просто про то, что ядро, оно все равно чуть меньше, чем могло бы быть, если бы это был другой бренд. Charlotte Tilbury. Как мы видим ее вот, позиционирование? Потому что вообще у брендов позиционирование там в презентациях прописано, и если позиционирование понятное и четкое, то ты это видишь вот, в пиаре, ты это видишь в социальных сетях. Charlotte Tilbury.
Люксовый, коммерческий макияж. Коммерческий. Здесь очень важно. Макияж на свадьбы, макияж на ковровой дорожке. Это селебрити, взрослые селебрити А-класса по типу Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс. И слишком приторные идеальные девочки, когда ты смотришь и думаешь, да что ж такое, где ж твой прыщ? Ну, потому что не может быть таких идеальных девчат. И это все не мэчится у меня с современной драйвовой культурой гейминга. Потому что у меня подруга, она работает прям очень долго, там, она Virtus.pro работала, и она про вот такую движуху. И я не представляю, чтобы она заколлаборировала с N-Beauty. Даже с Натальей Шик. Хотя Наталья Шик, она чуть помоложе, да, по возрастной категории. Но все равно, вот N-Beauty, шикарный пример. И когда я вам привела, вы не прокомментировали. Потому что для меня коллаборация Шарлотт Тилбери и Геншин то же самое, что коллаборация N-Beauty и Virtus.pro. Я бы также удивилась, и я бы сказала, что это разные целевые аудитории. Да, Virtus.pro, скорее всего, есть тоже там девчата, которые любят эту тему постарше, побогаче, потому что N-Beauty дорогой бренд, и N-Beauty, кажется, тоже такой нишевый, такой весь помпезный и люксовый. Но воронка очень маленькая. То есть я уверена, что гораздо лучше у вас работал суперсовременный, классный бренд. Я не говорю бюджетный. То есть не обязательно идти в Essence, не обязательно идти в Colourpop, потому что это прям их тематика. Вот и в Colourpop прям идеально вижу эту коллабу. Но давайте пойдем повыше, да? Давайте, если мы хотим богатую аудиторию охватить, то Dior Backstage. Почему нет? Они более современные. Я вот даже думала, что Патрик Та, на мой взгляд, он более вот такой весь драйвовый, и он больше бы подошел, потому что у него нет вот этого голливудского шлейфа, этих кульбитов Шарлотт Тилбери. Но она такая немножко уже тетенька, над которой все немножко так похохатывают в запретграмме, и поэтому я, честно, не совсем понимаю. Нет, я понимаю, абсолютно понимаю, и мы тоже обсуждали с вами, что это просто коммерция. Потому что Шарлотт делает очень много коллаб, которые приносят денег. То есть вот Дисней был на пике своей популярности в прошлом году, да, по-моему, 100 лет было или в позапрошлом. Вот, нате вам Tinkerbell. Но я это еще могу понять, потому что любая девочка, даже взрослая очень девочка, она выросла на Диснее. А здесь, не все выросли на Геншине, да, не все сейчас в него играют, хотя я понимаю, что это очень популярная игра и очень большая аудитория, но все равно, как будто бы, вот просто это даже история не про то, что девчата из Геншина не дотягивают до Шарлотт, вообще не про это, а про то, что им нужно что-то более крутое. Вот это я так вижу, я это вижу так, что это должно быть что-то более драйвовое, классное, потому что когда партнеры выбраны правильно, это может быть супер многоканальная, долгая история. То есть это не обязательно просто сделать коллабу, она солдат, ты деньги получил, все, супер. Нет, клевый пиар – это тот пиар и маркетинг, который идет рука об руку еще долго, когда у вас будут какие-то ачивки в игре с этой Шарлотт, да, связанные, какие-то плюшки у Шарлотт, которые там перекачивают в эту игру. Когда Шарлотт бы красила девчат на этих ивентах Геншина, я не представляю, я не представляю лицо Шарлотт в этот момент, когда она будет красить вот в такой обстановке, а не в обстановке ковровых дорожек, как она привыкла это делать. Это немножко просто другой вайб, другая движуха. И тут должен быть какой-то очень современный, классный бренд, который бы это все вознес, еще круче бы сделал. А Шарлотт, мне кажется, для этого немножко устарелый. И там тоже, продукты для мегавозрастной кожи в этом наборе, поэтому я не знаю. И как раз, когда мы обсуждали позиционирование, вы мне задали вопрос, а что ты думаешь про коллаборацию бьюти-бомбы Ролтона? Потому что, казалось бы, да, здесь одна целевая аудитория, Ролтон, скорее всего, ориентируется на молодежь, потому что всегда это про что-то бюджетное, не знаю, ты в общежитии завариваешь себе эту лапшу, у тебя нет денег, вот это такая тема, мне кажется, всегда со студенчеством очень связана. И бьюти-бомб тоже на молодую аудиторию ориентирован. И здесь мне сложно сказать, потому что, с одной стороны, с точки зрения позиционирования, наверное, это одна целевая аудитория, это окей. Но просто для меня Ролтон, наверное, не такой сильный, красивый, эстетичный бренд, за которым хотелось бы идти и с которым хотелось бы стремиться. То есть я не вижу амбассадоров Ролтон, вот так скажем, потому что я не вижу, как Ролтон привнесет какую-то покупательскую чакру в эту коллекцию, потому что, не знаю, в общем, на мой взгляд, коллаборация своеобразная. Да, очень много есть историй с едой, с KFC кто-то делал коллаборации, с Хайнсом, это уже давно было. Но неважно, кто это будет, бьюти-бомб или это будет N-Beauty. Опять-таки, мы с вами тоже бы удивились, если она сделала коллабу с Ролтоном, это в тему Шарлотт и Геншин. Но кто бы это ни был, я не знаю, Фэнти и Хайнс, я не люблю тематику еды в бьюти. Просто потому что мне кажется, бьюти, даже если оно современное, даже оно прикольное, потому что мне сложно просто мыслить как
молодежь, потому что я уже совсем не молодежь. Вот когда мы запускали в пиаре какие-то молодые бренды, мы когда Nike запускали, у них целевая аудитория была маленькая, ну, то есть прям молодые девчата, и мы не должны были мыслить о своей колокольне, потому что с моей колокольни коллаборация с Ролтон, ну, я себе не куплю ее, потому что я достаточно взрослая, чтобы мазать мазиком лицо. То есть я немножко про какую-то, может быть, скучную, да, для молодежи тему. Я больше там из бьюти люблю, какие-то кисти красивые. Не моя тема. Но вот в пиаре, что очень важно, что когда ты делаешь предложение для какого-то молодежного клиента, очень важно, чтобы у тебя в команде была молодежь. И мы делали тогда очень большую выборку, то есть мы со всеми там сестрами, братьями общались, реально с мелкими ребятами, чтобы понять, как они мыслят и как оно им. Поэтому про Ролтон мне сложно комментировать. Мне с моей колокольни, ну, блин, простите, мне уже за 30. То есть мне это не совсем прикольно. Для меня косметика — это больше про эстетику, это больше про какую-то красивую вещь. Еда для меня — это не эстетика. То есть у меня не перекликается кетчуп и румяна. Как-то в моем представлении немножко другое. Но я не удивлюсь, если молодежи это зашло. Опять-таки, если вы маленький человечек и вам это все нравится, напишите, пожалуйста, мне, потому что интересно, как вы это восприняли. Потому что, с одной стороны, я понимаю, что если ты такой крутой какой-то на скейте, ты такой, да, но я просто максимально же скуф, простите. Ну и что там в этой коллаборации? Это новый вкус Ролтона мохито, карандаши для глаз, тканевые маски, крем для рук с креветками, палетка теней, тинт, плампер с перцем, консилер, хайлайтер, salt and pepper, например, да, а консилер за мазик, типа майонез-мазик. Соль для ванн, тональная основа Meshed Foundation и серьги Rolton Vibe. Но серьги Rolton Vibe, кстати, мне кажется, прикольно. Мне кажется, многие купят. Ну, в общем, здесь просто вы мне начали писать саркастические комментарии по типу, ну, ты раз Шарлотт Тилбери такая ужасная коллаба, по твоему мнению, то что тогда с Beauty Bomb? Ну, я не целевая аудитория Beauty Bomb, а я целевая аудитория Шарлотт Тилбери. Да? Из Шарлотт Тилбери я больше чувствую позиционирование, я увижу, оно более понятно. А Beauty Bomb я не знаю, как ребятки отреагировали. Может быть, и более как-то восторженно. Ну, пишите, опять-таки, мне очень интересно. Ну что, дорогие друзья, ну вот и все, наше видео подошло к концу, нам пора прощаться. Напишите, пожалуйста, какая из бьюти-новостей вам больше всего понравилась, что заслуживает отдельных оваций. Может быть, вы что-то прикупите после этого обзора, мне будет очень сильно интересно. Я прощаюсь с вами совсем ненадолго, до новых встреч, пока!